все народы планеты, все народы Земли сохранили предание о белых богах. Белые боги пришли с севера. Это были культура-триггеры. Они дали образование, они научили ремеслам, они научили разводить скот, они научили строительству, кораблестроению. То есть они создали вот этот базис вот этой вот современной цивилизации. В Перу там Виракочи, например, да, Кельцотлькуатль и его команда – это на территории Юкатана, тоже белые боги. Евразия, с востока, если посмотреть, там кто был культуротриггером в Китае, это два великих подвижника, это Ян Ди и Хуан Ди. Ди – это белая раса, оба прилетели на огнедышащих драконах, дали китайцам знания о возделывании риса, дали китайцам знания, как разводить скот, прежде всего коней, потому что китайцы вообще не имели тогда, они не знали коневодства. Вот, научили их жить несколько иначе, то есть дали культуру, а они там были в то время еще людоедами. Поэтому людоедство сохранилось в Китае, но оно уже стало ритуальным, но уже не тем, каким оно было до этих двух, которые пришли на территорию. Собственно, 4000 лет до нашей эры китайцы начинают свой отсчет, то есть отсчет своей цивилизации от этих двух подвижников, именно представителей людей белой расы. Взять, например, тунгусов. Они помнят, что им даже оленей крупных дали, научили их оленеводству, все на севере. Некие эндри. Западнее, значит, в горах, там какие-то некие нгомендри. Это с их языка, это люди, которые разводили эндрик зверя, эндрик мамонтов. То есть белая раса людей, которая жила в Заполярье, разводя, значит, огромных зверей. Ну, кроме мамонтов они держали лося домашнего, вот, и оленя. Вот оленя тунгусские племена получили. Вот такие легенды, да. У хакасов то же самое. У хакасов мифы о богах севера, о белых богах сохранились. Они сами хакасы, они считают напрямую вот киргизы, да, это переводится с тюркского, это рыжеволосые киргизы, голубоглазые. То есть это люди, которые напрямую являются потомками белых богов. Если так рассматривать, вся планета об этих белых богах знает, известно. Если рассматривать, откуда взялись белые боги, то надо заглянуть в Пураны. Прежде всего, это Вишну-Пураны, это Шива-Пураны, это Брахма-Пураны. Это мощные ведические книги, тексты, которые сохранились в храмах Индии. Кроме этого, существует масса книг нашего происхождения, русского происхождения. Я хочу вот на что обратить ваше внимание, чтобы было понятно. Священный санскрит, он образовался на рубеже новой эры. Его один, значит, индийский подвижник из праязыка искусственно создал для того, чтобы записать Веды. Вот этот священный санскрит, вот, или пракрит, они разные. То есть язык похож, но пракрит, он более широкий, больше вмещает в себе слов, выражений, различных оборотов. Так вот, все арийские племена, они говорили на пракрите. То, что записано на санскрите, одно, но вот этой же вот азбукой записаны Веды на пракрите. Они еще более ценнее Веды, которые принесли туда тагарцы. То есть тагарская культура – это 7 век до нашей эры, вот скифская культура. И вот часть вот этих книг на более древнем диалекте, на пракрите, они самые ценные. Вот эти жрецы как раз даже не сказали английским оккупационным властям, что они вообще существуют. Кстати, также про Пураны. Вот. Так вот, в Пуранах, во всех этих текстах, там хорошо показано приход на землю так называемых детей богов из космоса. По нашему, вот, так сказать, летоисчислению вот, получается примерно около 40 миллионов лет. Но это постоянно действующие базы вот, белой расы на Земле. То есть эти базы постоянные, они стали развиваться вот на месте. Уже обычно приходили, работали и уходили в космос. Приходили, работали и уходили в космос. Вот 40 миллионов лет эти базы стали, так сказать, постоянными. Возникла цивилизация, северная цивилизация, про которую сейчас принято не говорить. То есть это
это табу, которое, так сказать, старается забыть, что она существует, эта цивилизация. Я там не буду рассказывать, откуда мы знаем про Ариану, Гиперборею, это там Плиний Старший написал, там греческие мифы, там про богиню Лето, про Аполлона, про Артемиду. Все это красиво, все это здорово, но это все мифология. Я хочу о другом сказать, что вот эта цивилизация на Земле, она претерпела несколько очень серьезных катаклизмов. Почему? Потому что, почему она, во-первых, на севере? Вот именно оказалась на севере. Климат на севере был мягче намного, потому что формировались теплые массы над океанами. Эти теплые массы заходили очень далеко. Сейчас они не заходят. Была более плотная атмосфера, и тогда тепло распространялось до самых полюсов. То есть там климат был примерно как у нас сейчас в Средиземноморье. То есть вот такой климат был. Была небольшая такая зима, иногда выпадал немножко снег вот, зимой, да, а вообще это теплое лето, нормальная температура, такой климат влажный, здоровый, хороший климат. А все, что южнее было, это была температура несколько иная, там жара, там постоянное лето, причем лето такое, которое, ну, надо сказать, что утомительное лето. Но вот почему именно на севере? Почему именно в Антарктиде? Да-да, в Антарктиде там то же самое, это разницы нет. Ариане поселились и на севере, на севере, и базы у них появились на Южном полюсе. На двух огромных этих островах, которые в то время островами не были. Эти острова появились вот 40 тысяч лет назад. Это лопнула плита, и появилось два острова, да, там сейчас архипелаг. Так вот, почему? Потому что вся Земля была в то время, она была уже заселена. Уже тут не белая раса жила, а другие расы. Приход других рас. Во-первых, раса гигантов, их следы найдены по всей планете. Стараются это скрыть, стараются не говорить ничего. Но можно доказать, что эти гиганты существовали и, так сказать, здравствовали и создали свою цивилизацию. Они довольно крупные были. Правда, находят некоторые скелеты. Вот, например, недавно нашли в Гоби, там высота этой вот, они назвали гуманоид, да, на самом деле человек, да, нормальный человек, у него 15 метров высота скелета. Это вот публикация, недавно я прочитал. Но вот вообще такая раса была несколько, все-таки там 9-8 метров, там, ну, может, отдельные были особи. Это космическая тоже раса, она пришла на Землю, очевидно, так и не прижилась, потому что, очевидно, пришла она с какой-то планеты или с какого-то искусственного корабля, космического, очень крупного, где гравитационное поле было несколько слабее, чем на Земле. Да и на Земле в то время гравитационное поле тоже было не сильным. Я объясняю, почему. Земля все время растет. Это надо понимать. Земля все время находится в движении. И масса Земли тоже увеличивается. Нам многие физики рассказывают сказки, что, дескать, Земля-то растет, а масса это константа, постоянная. А куда ты денешься от пыли, от космической пыли? Миллиарды тонн этой пыли оседает на поверхности Земли, и масса увеличивается. Если масса начинает увеличиваться, то увеличивается и гравитация. Кроме этого, нам рассказывают сказки, значит, наши геологи многие, что якобы ядро планеты – это тяжелые металлы. Самым таким легким металлом там это железо, да, считается. Там тяжелые металлы. На самом деле там гидриды. Это теория Владимира Ларина, одного из самых крупных мощных геологов, который разобрался в устройстве ядра. Оказывается, гидриды – это водород. Вошел во взаимодействие с различными металлами, и в том числе и с железом. Слабые связи водорода, например, с более легкими металлами, да, медь, железо, там более тяжело, но медь тяжелее железа, но все равно водород теряется. Водород уходит, водород постепенно начинает выходить. То есть там постоянно в ядре идет какая-то реакция. Когда водород выделяться начинает, он, как самый легкий элемент, начинает рваться на поверхность. Он всеми путями через толщи вот этих вот пород, да, интрузивных, базальты, да, габра, через плагиоклазы, он проходит насквозь и вступает в реакцию с кислородом, потому что там температурный момент, высокая температура, и образуется вода. Вот откуда берется вода. Вода идет из ядра, поток воды, который постепенно заполняет океанические впадины.
чтобы было понятно сейчас, я сейчас объясню, что происходит. Когда водород уходит из ядра, вот из более легких металлов, да, ну и даже из тяжелых, что происходит? Они более рыхлые становятся. И начинается расширение, потеря водорода, и металлы вот эти, они, потеряв водород или теряя водород, они начинают расширяться, и Земля начинает что? Расходиться. Но еще один процесс, который Ларин не учел, процесс эфирный. Земля принимает огромные потоки эфира. Это первая субстанция, которая была в таблице Менделеева когда-то. Потом эту субстанцию убрали, оставили водород. Первая был эфир. Менделеев не отрицал эфир. Когда началась вот эта вот борьба с теорией Тесла, да, с его эфирными разработками, то убрали и эфир. Вот этот эфир, проникая в планету, а планета его накачивает, это как мощный насос в себя, строит эфир, строит в ядре под огромным давлением вещество. И вещество не легкое, не водород, как многие думают, а самые тяжелые металлы. То есть идет процесс металлов и водорода вместе. То есть вот эти гидриды возникают именно за счет поступления эфира. И поэтому Земля, увеличиваясь в объеме, она увеличивает свою гравитацию. Гравитационное поле увеличивается. Поэтому гиганты когда-то легко жили на планете. Гравитационное поле было намного слабее, чем сейчас. И динозавры бегали тогда в юрский период меловой. Они огромные были и легко передвигались. Сейчас такого поставь монстра, он просто не сможет двигаться. У него силы мышц не хватит. Другая гравитация сейчас. Тогда была более плотная атмосфера, было больше кислорода, да, и других газов, в частности азот и инертные газы, и другая гравитация. Так вот, раса гигантов, она уже была, она как-то сошла на нет, остались только от нее одни там рожки до ножки, и уже вот в период исторический гиганты встречались уже, но в меньшей степени, там на Кавказе, там память о Голиафе, там можно вспомнить легенду про Святогора, там про Усыню, там. Но интересно то, что язык их был космический. Понимали друг друга и ариане, нормальные люди, пришедшие на Землю, да, белые боги, и гиганты, они понимали друг друга отлично. И сфера вот это вот влияния была разделена. Кроме гигантов были другие гибридные расы, но будем так говорить, даже не совсем гибридные, расы дегенеративные. То есть в прошлом они приходили на Землю как космические, но не выдержав вот этой вот борьбы между духом и материальным, взяла верх материя. И где материализация сознания происходит, то идет дегенерация. Я считаю, что была популяция людей, она и есть. Она вневременная, такая космическое сообщество людей. Но она, возможно, миллиарды лет существует. То есть люди существуют где-то вот на просторах космоса, не знаю, на каких планетах, а может между звездами какие-то вот эти типа Вавилонов, 6 летают эти. Ну, не могу просто фантазировать. Примерно предполагаю, что существует эта популяция. Она все время ремонтирует геном. Она существует в стабильном более-менее виде в течение длительного времени. Вот миллиарды лет буквально. И попадая на Землю, вот эти популяции, они очень быстро к экологическим нишам современным приспосабливаются и перенимают буквально повадки зверей и становятся сами новыми зверями. Ну, если как бы так ретроспективно быстро смотреть в это время. Этот процесс, конечно, длительный, не постепенный. Сначала мышление отключается, потом язык, потом просто двигательные какие-то навыки становятся звериными, потом подражательный эффект становится доминантный. Вот, ну, как бы мауглизация происходит в условиях депривации, то есть в условиях ограниченной. Вот, они не имеют контакта с социумом основным. Основной социум, вот космический социум, он где-то там находится. И оторванные от своих, люди быстро в условиях вот этой вот природы дикой начинают дичать, грубо говоря. Дарвинисты, что они? Они рассуждают так, что вот смотрите, значит, австралопитеки, да, первые там зинджантроп, там парантропы, там их много, да, этих австралопитеков. Потом появляется, от них идет эволюционная ветвь, это различные пятикантропы, в том числе синантроп, это китайский, да, а уже вот эта вот пятикантропская команда, она порождает неандертальцев. Но дело в том, что они настолько разные. Австралопитеки это совершенно другие.
Пятикантропы ничем не связаны, они не похожи на австралопитека. Это совершенно другая раса, это просто раса. Вот. Взять того же неандертальца. У него мощные мозги, мощный, он другой, по-другому устроен, череп другой. Если у пятикантропа он плоский, вот как у наших монголоидов, вот сейчас вот у китайцев, они прямо говорят, мы происходим от синантропа, даже этим гордимся. Да, они честные, так и говорят. И не только у пятикантропа азиатского был череп-то плоский, он был и у европейского такой же. Потому что и в Европе находят монголоидные этносы вымершие, которые имеют рождение именно из пятикантропов, да, плоские лица. Например, в Баварии нашли монголоидов, которые не уступают, это примерно лет 15 назад нашли в Баварии, которые не уступают по своей монголоидности нашим бурятам. Они ничем не отличаются. Вот, пожалуйста, находка, да. И ученые ломают голову, а как они появились. Хотя очень просто понять, что это потомки местного архантропа. Благодаря этой массовой рабочей силе человечество, оно по экспоненте, как бы и оно накапливает знания и передает потомкам. Вот, видимо, у предшественников наших просто этого процесса не было, передавания потомкам вот этих знаний. Они просто разбились на отдельные группировки, они просто в условиях особенно такого благоприятного существования, там вот в тропиках, допустим, они просто мирно, так сказать, спокойно дичали. Недавно найден был человек, денисовский. Таких было много. То есть несколько, может быть, даже десятков. Это были различные расы, но это были деградированные космические расы, которые породили, в конце концов, вот те цветные расы, которые сейчас мы имеем. Черная раса, например, да, желтая раса. Китайцы сами не отрицают. Да, мы вот потомки, так сказать, синантропа. То же самое говорят японцы. Они нисколько не стесняются. Но они честные ребята. Ну, с неграми там по-другому, там они сами не знают, кто они такие, но современные исследователи, вот Ричард, например, Флае, его книга «Эректус бродит между нами», книга хорошая у него. Как специалист он приводит там целую таблицу, что негроиды очень близко стоят к эректусам. Эректус – это австралопитеки. На севере и на юге расселилась белая раса, чтобы не мешать, то есть по закону не пытаться завоевывать территорию у тех, кто здесь уже жил. Эти территории на полюсах, они были пустые. И еще территория была в океане. В океане было много островов. Гигантский остров находился в Тихом океане, огромный. Там то, что нашел Чарчвард, вы, наверное, слышали про такого исследователя, англичанин, который нашел в храмах индийских описание земли Му. Да? Он только, правда, перепутал, назвал эту землю Лемурия. Лемурия была еще древнее, она была в Индийском океане. Но он так посчитал. Так вот, значит, огромный остров находился в Тихом океане, потому что воды было меньше. Вода постоянно идет. Идет вода, вот увеличивается вода, и в то время воды было меньше. Этот остров был в Тихом, был остров большой в Индийском океане, который настоящий, это Лемурия, и в Атлантике. Огромный остров в Атлантике, гигантский остров в Атлантике. Пришла эта раса космическая. По Пуранам она называется Дитьи. Дитьи по Пуранам, то есть это дети богини Дану, то есть это такая космическая богиня, которая родила 3 направления белых расы. Одни Дитьи, вторые Адитьи, а третьи Данавы. Вот 3 направления, 3 белых космических направления, которые владели множеством планет. Это я рассказываю Пураны, да? Это Брахма-Пураны. Значит, они владели, и сейчас они владеют массой планет, очень далеко. Это в центре галактики, это там, где обустроенные миры, наша звездная система, она еще молодая, очень молодая. А там, где нет опасности астероидной атаки, где нет метеоров, они давно уже упали. Вишну-Пураны, Брахма-Пураны, Шива-Пураны, они одно и то же рассказывают, что Дити и Адити постоянно находились в вражде. Они постоянно делили космос. Что им в космосе не хватало, почему было мало места, хотя они происходят от одного центра. То есть это один род. Это близкие, очень люди, близкие. У них мощнейшая техника, они моментально передвигаются из мира в мир. То есть это все хорошо показано в Пуранах. Там мгновенно, там все связано с волшебством, потому что по-другому никак не объяснить, да? Но это вот так. И вот что получилось? После расселения белых богов на полюсах, я объясняю, вот Антарктида, да, там были базы. Там, потом со временем там возникло уже нечто такое постоянного такого
государственного такого образования. А вот север, потому что севера как такового, это был шельф. Он доходил до Гренландии. Там около Гренландии только протока такая была, она и сейчас довольно глубокая. И Гренландия была несколько отделена. А вся огромная территория, земля Франца Иосифа, Шпицберген, вот все эти хребты Ломоносова, вот, Геккеля, все это находилось на поверхности. Уровень океана был довольно низкий. И вот там как раз земли были пустые. И архантропов там не было. То есть вот этих гибридных рас, которые между собой воевали, постоянно вырождались, они постепенно уходили в мир обезьяны. То есть что происходит? Надо понять одну вещь, что хватит из теории Дарвина делать религию. Ведь что мы сделали? Мы теорию Дарвина возвели в ранг религии. Я сам биолог, я сам сдавал теорию Дарвина, даже сдал эту теорию Дарвина на пятак. Можно проверить у меня, взять, посмотреть мой диплом. Но я даже тогда, уже будучи студентом, стал сомневаться. И сам Дарвин стал сомневаться. То есть теория, она правильная. Она работает на сохранение вида. На сохранение она работает. Но не на создание, не на появление новых видов. Там другая система работает по появлению видов. Это материализация. Это то, что у нас, например, в парапсихологии называется материализация. Так вот, человек может что-то материализовать. Человек. А Творец, для него это совсем не сложно. Если открывается какая-то экологическая ниша, то он ее заполняет. Он просто ее заполняет. Дело в том, что он заполняет не одной, не двумя особями. Они не имеют будущего. Генетическая составляющая, она замыкается, и все вырождается. Тут появляется сразу вид, который 400, 500, там, 10 тысяч особей, да, и заполняется эта ниша. На Земле много раз было так, что исчезало все живое. Например, это рубеж кайнозоя и мезозоя. Вот время вымирания, великое вымирание ящеров. Творилось страшное на Земле. Земля превратилась в пустыню. То есть динозавры вымерли, а уцелели каким-то чудом крокодилы, черепахи, змеи. Но это все, что осталось. Вот. И крокодилы, черепахи и змеи выдерживают радиацию примерно до 5000 рентген. Вот. А ни одно живое существо не может, поэтому они остались. Теперь понятно, почему погибли динозавры? Это была война. Это была очень древняя война, между белыми богами. Но тогда еще не было постоянно действующих баз. Это была просто борьба за обладание планетой. Тогда в то время найдены полузасыпанные кратеры. То ли это метеоритные кратеры, то ли астероидные кратеры. Может быть, водородные какие-то бомбы. Может, страшнее оружие, чем водородные. Но есть одно предположение ученых, что вот тогда образовалось Карибское море, в это место рубанул очень мощный астероид, и фактически он погасил всю жизнь на Земле. Но Земля снова расцвела, снова появились виды, птицы, млекопитающиеся, начался новый рассвет, это кайнозой. Да? Я немножко отвлекся. Я просто хочу, чтобы знания были целостными. Так вот, значит, что получилось? Адити расселились по полюсам, Данавы, Туата Детанан, до сих пор эта память о них есть, они расселились на материке в Тихом океане, а Дити заселили так называемый гигантский остров посередине океана Атлантического. Мне могут сказать, ты несешь там пургу, всякие сказки рассказываешь. Я сейчас объясню. Никаких сказок здесь нет. Пример. У нас литосфера Земли, да, она состоит, подстилка вся идет, да, подстилка, мантия, потом идет за мантией, вот эта вот часть, да, она состоит из силициума и магния. Это Сиам. Это твердые породы, интрузивные породы, которые образовались на большой глубине. Это базальты, габра, плагиоклазы. Это вот низ самый, да? Вот. Ортоклазы, там дальше идет, есть такие пористые породы, именно через которые вода проникает. А сверху сиалевая оболочка, гранитная. Гранитная оболочка. Вот когда-то, когда Земля была еще небольшая, гранитная оболочка покрывала всю планету. Потом она начала колоться. Так вот, Земля стала расширяться, эта гранитная оболочка стала колоться, и появились первые плиты. Так возникла сначала Пангея, потом Пангея распалась на Гондвану, Евразию,
на материки, потом Евразия, Гондвана в Перми развалилась еще на 2 материка. То есть этот процесс, он и сейчас идет, расширение. Вот эта гранитная оболочка лопается. Почему я рассказываю, что то, что вот на самом деле это все было, эти материки были? Почему? Потому что дно Атлантики, оно состоит не из Сиама, а из Сиаля. Все дно Атлантики – это оболочка гранитная. Это материковая оболочка. Это материк, который ушел на дно. То же самое в центре океана Тихого. Когда стали брать образцы, там получилась огромная граница, то же самое погребенный Сиаль. Не Сиам, а Сиаль. То есть там тоже эта территория была на поверхности. Я уж не буду говорить про Северный Ледовитый океан. Там, естественно, конечно, там никакого Сиама нет. Там, конечно, Сиаль. То же самое взять, например, материк, который назывался Лемурия в Индийском океане. Здоровенный материк, который был рядом с Мадагаскаром современным. Он тоже такой же. То есть что получилось? Когда воды было не так много в океане, да, эти материки, они были на плаву. Но дело в чем, что идет процесс движения материков, погружение и подъем. Почему? Вот я сейчас сказал, что обрушился гигантский астероид в конце мелового периода. Откуда он мог взяться? Вот этот вопрос очень серьезный. Ведь в то время пояса астероидов не было. В центре нашей звездной системы не было пояса астероидов вообще. Пояс астероидов образовался не так давно. Он даже на памяти человечества. Это гибель планеты Астры, предание о Фаэтоне. Да? Это не так давно, если даже люди помнят. Те силы, которые строили нашу Солнечную систему под людей, возможно, это как раз эти силы и были людьми. Можно предположить, что это были тоже белые боги, только более высокого уровня, будем так говорить, более высокого уровня, которые потом, построив нашу Солнечную систему, просто ушли в космос, куда-то дальше. То же самое делать, то, что они здесь сделали. Почему? Потому что предназначение разума обустраивать планеты, не уничтожать, а обустраивать, превращать их, как если верить Пуранам, да, превращать их в райские миры. Слово «рай» – это индийское слово, это евреи просто себе взяли, христиане. Вообще это райские миры. Например, Индра управляет 30 с лишним райскими планетами. Индра, да? Так вот, и планета Земля должна стать такой со временем. Так вот, приходит разум для того, чтобы дополнить творение Творца, привести планету в такое состояние, чтобы эта планета превратилась в такой мир. Мир благоденствия, счастья, откуда можно стартовать на другие миры и то же самое строить. Так вот, как была построена наша Солнечная система? Я сейчас все рассказываю о белых богах, пока о космических их делах. Да? Да, они между собой враждовали, это я уже сказал. Но был момент, когда строилась Солнечная система. Ведь если посмотреть на другие звездные системы, там везде планеты-гиганты вращаются около звезд. Сначала гигантские планеты ходят, потом мелкие какие-то планеты двигаются. И потом самые маленькие где-то далеко на периферии. Пока видят наши телескопы, да, в том числе и в которые выставлены в космос оттуда, везде одинаковое устройство. Все звездные системы одинаковые. Планеты-гиганты недалеко от звезды. А все остальное. А у нас по-другому. У нас планеты-гиганты, Нептун, Сатурн, Юпитер, они на периферии. А планеты жизни, 3 планеты, это раньше их было 4. Это была Астра-планета или Фаэтон, так называемый. Да? Это Марс, это Земля и Венера. Эти планеты, они как бы прикрыты. Они на самом деле прикрыты этими гигантскими планетами. Причем у этих планет, у гигантских, они перекрываются, эти поля тяготения, гравитационные поля перекрыты. Любой метеорит, любая комета, какая бы ни попала, она попадает под поле какой-то планеты, гиганта. И потом меняется ее траектория. Пройдя несколько тысяч лет, несколько тысяч оборотов, она медленно приближается к той или иной планете гиганту и падает. Комета на Юпитер рухнула. Разговоров было много, да? Там Юпитер аж затрясся. Это потому что гигантская комета обрушилась. Юпитер ее все равно поймал.
Откуда эти берутся все этот мусор? Да потому что наша Солнечная система на периферии, мы находимся на краю галактики, и там вокруг очень много космического мусора. Так называемая черная материя, она порождает этот мусор. А из этого мусора потом складываются миры какие-то звездные. Так вот, называется это облако Оорта. В этом облаке Оорта там миллионы астероидов, непонятно откуда взявшихся из черной материи, пришедших, огромное количество метеоритов и очень много комет. Так вот, интересно то, что в меловом периоде откуда-то из облака Оорта приперся астероид к Земле. То есть, вот если это посмотреть, с точки зрения здравого смысла, это такое расстояние. И главное, что этот астероид не был пойман ни одной планетой-гигантом. Значит, скорее всего, ведь, как сказать, я сейчас попробую объяснить. Самое лучшее, самое дешевое оружие против любой цивилизации – это астероид. Лучше его ничего, не надо ничего придумать. Поймал астероид, подвел его, обрушил его, и все. И нет цивилизации, и нет континента. Все сразу рушится. В Пуранах указано время полной гибели всего живого на Земле. От небесного огня, который выжигает все живое. Потом рождается новый мир. Это Брахма-Пурана. Там об этом сказано. То есть получается, что в Брахма-Пуранах описано время примерно 70 миллионов лет назад. Это просто невероятное время. Вот так. Значит, а почему это случилось? Борьба белых богов. Белые боги сцепились в очередной раз на земле. За землю. Кто будет землей править? Самая сильная группа была Адити. Адити всегда побеждали дитьев. Это постоянно эти войны кончались тем, что Адити поставили на место дитьев, потом шло какое-то время примирение, вместе строили что-то, делали, потом опять начиналась война. Это бесконечная битва. Почему так? Трудно объяснить. Наверное, здесь что-то с генетикой или с психологией. Тут надо понимать. Здесь на этом останавливаться не будем. А донавы, которые селились на материке в Тихом океане, да, потому что уровень океана был намного ниже, примерно на 200 метров тогда был, даже больше. Очень много было суши. Они были союзниками, не вступали ни туда, они были больше союзниками адитьев. Они именно с северной расы, они ближе были. Они были в связи. А эти, так сказать, дити, они постоянно во вражде. Я говорю о Пуранах. То, что написано в Пуранах. То, что говорится в Пуранах, я сейчас и рассказываю. Белые боги, они построили первые, так сказать, свои уже государственные образования, если верить Пуранам, примерно 20 миллионов лет. Но появились они очень давно. Они контролировали нашу планету еще в протерозое, в архее, возможно, очень давно. Потому что как доказать? Есть вещи, которые можно доказать. Например, находки на юге Африки. Это шары. Металлические шары с прорезью, сделаны около 2 миллиардов лет этим шарам. В тех слоях, где примерно 1 800 000. Но эти шары сделаны людьми. Это какой-то механизм, огромный какой-то был то ли подшипник, то ли что. Он развалился, и окаменели эти. В Африке несколько раз находили окаменелые рельсы, склады рельсов. Рельсы, они были брошены, забыты. Рельсы приняли, металл, он не сгнил, а он принял соли, которые закутали их, эти рельсы, глинистые какие-то породы. И окаменел металл, превратился в камень. Эти окаменевшие рельсы находят странные приборы, которые никак не поддаются пониманию. Например, с одной из шахт Австралии подняли нечто подобное на компьютер. Современный, он плоский, как лист бумаги. Вытащили, не знали, что делать. Я читал тоже в публикации одной. Но очень много написано у Майкла Крема, у Ричарда Томпсона в его книге, которая называется «Неизвестная история человечества». Эти два подвижника и там целая команда, они давно занимаются этими поисками. Что интересно, они рассматривают историю планеты с очень далекого времени, но они не знают про находку у нас в Чесульском районе Кемеровской области. Они про эту находку вообще не знают ничего. Они рассматривают, так сказать, свои находки, о которых мы сейчас поговорим. Это все находки белых богов, это их следы, да? А Чесульская находка,
Ну как, я вот написал это в книге своей, да, вот, как я об этом узнал. Я ехал в поезде, это давно было, лет, наверное, уже 20 прошло, вот, еще во время перестройки, и одна бабушка мне говорит, слушай, вот ты из Кемеровской? Я говорю, да, я из Кемеровской. А откуда? Я сказал, откуда. А, вот и откуда. А ты когда-нибудь был в Тесуле? Я говорю, не был никогда. Я на что-то заплакал. Я говорю, что вы плачете? Что случилось? Да вот я сейчас еду в гости там в деревню Ржавчик, там я раньше жила, там у меня дочка, я туда еду. Я говорю, а что плачете там? Что случилось? Да, случилось, 72-й год. И рассказывают, в 72-м году, значит, там рыли огромный котлован, подняли этими экскаваторами, значит, пласт угля. Под углем на глубине 70 метров вынули саркофаг мраморный. Удивляет то, что мраморы считаются кембрийские. Это в Кембрии якобы мраморы образовались. А это мрамор более глубокий. Кембрий, он, так сказать, сверху лежит. Да? Это, значит, что-то там, откуда-то он взялся. Или, может, закопали, может быть. Короче говоря, когда подняли этот мраморный саркофаг, поставили, открыли его, тут же вот эти рабочие, там лежала девушка. Девушка примерно 1,80 м высоты, русые волосы, смотрела она голубыми глазами, как живая. И залита она была какой-то странной жидкостью сверху. Типично русская девушка. Потом, когда вот эту находку увезли, приезжал профессор, который вот здесь, это уже Прокопенко, это уже его публикации. Бабушка мне это не рассказывала. Оказалось, что генетика русского человека. То есть наша генетика. А примерно находка 800 миллионов лет, как определили. Потому что все угли, все, а это все это ниже. Потом там приехало, все отцепили сразу же спецслужбы, КГБшники, начали выкапывать там еще такие саркофаги. Да, бабушка рассказала, что когда слили жидкость, то она тут же начала морщиться. Снова залили, все это закрыли и куда-то все увезли. Куда, непонятно. И это сверхтайна. У нас есть секретные вещи, есть дважды секретные, есть сверхсекретные, о которых никто не знает, даже президенты не знают. То есть это занимается только в недрах спецслужб, которые напрямую связаны с мировым правительством, про которое никто не хочет говорить, но которое существует на Земле уже тысячи лет. Существует мировое правительство. Я сейчас объясню в будущем, я расскажу, как оно работает. Потому что оно тоже связано с белыми богами. Все, что происходит на Земле, это с потомками белых богов, все связано. Эта вот находка как сработала? Все, кто ее нашел, все погибли. Погиб ее сын. То есть погиб ее сын. Все люди были аккуратно убраны. Вот все были убраны, все свидетели. А потом сказали, цыц, молчите, никому ничего не говорите. А вот перестройка началась. Во время перестройки она уже что-то рассказала, бабушка. Но я это написал в своей книге. И думал, ну, хочется верить. Бабуля, что будет плакать-то? Подсказывало чувство, что это правда. Но я написал, да. Оказывается, потом проверили все вот это. Не только бабушка, оказывается, там много на эту тему. Уже Прокопенко, его команда из Рентьи проверила все это, эти данные. Оказалось, все это действительно. То есть, получается, что еще в докембрии, в протерозое, да, белая раса уже контролировала процессы, которые идут на Земле. В то время кислорода-то не было на Земле. Дышать нечем было. Как такового. Мало было кислорода. 20 миллионов уже лет назад, примерно, и 18 считается, это долгосрочные базы. Возникла здесь колония. Колония белых богов. Вот таким вот образом. Ну, а насчет того же находки этого Майкла Крема. Майкла Крема находки и Ричарда Томпсона, они говорят интересные вещи. Вот когда они рассматривают слои Земли, геологические слои, то получается очень длительный процесс. Это находят каменные орудия. Наконечники стрел, дротиков, камень. Это находят в Юре, находят в Триасе, находят в карбоне, даже в каменноугольном периоде. Это есть. Потом раз, тонкая прослойка, все это исчезает. Какие-то металлы, какие-то золотые вещи. То есть видно, что эта прослойка, то есть была разумная цивилизация. Потом опять наступает деградация, опять каменный век.
опять прослойка какая-то цивилизация, опять камень. Причем каменный век миллионами лет. Вот эту таблицу, сейчас над этой таблицей работает Майкл Кремер. Он пытается эту таблицу, так сказать, привести в порядок, чтобы было ясно вот все вот это, чтобы было понятно, вот, как происходят на Земле вот эти циклы. Цикл цивилизация деградирует, либо приходит из космоса новая, либо эта же самая цивилизация поднимается до уровня техногенной, довольно высокой, а потом она гибнет, опять каменный век. Вот этот момент непонятен. И Майкл Кремер не знает, как объяснить, и никто не знает. Единственное, что, когда вот он приезжал к нам в Тюмень, уже, наверное, лет 6 или 7 прошло с того времени, я сейчас не помню, в каком году, по-моему, в 2006 он приезжал, или в 2004 где-то так. Он там читал лекции о своих находках в Тюменском университете. Он хорошо знает русский язык. И он рассказал, что нашли отпечатки сандалий в меловом периоде. Это примерно 70 миллионов лет назад. Вот. Отпечатки сандалий, либо кет, вот что-то такое. А на них на древнерусском языке на несколько слов написано. И он говорит, это на вашем языке написано. Ну, не верите, найдите, посмотрите его выступление. На русском языке его выступление есть в интернете, где он рассказывает про находку эту, читая лекцию в университете. Сразу же ему запретили выступать, приезжать в Россию, короче, сразу этого парня отправили назад. То есть вот так работает наука. Наука современная, она, похоже, так работает, чтобы скрыть вот присутствие древнейшей цивилизации, присутствие белых богов на Земле. То есть все мы, вот, представители белой расы, являемся потомками вот этой вот звездной расы. Это потомками является славянский мир, это все славяне потомки, это германцы, естественно, потомки тоже, это иранцы потомки, это индейцы потомки. Я имею в виду высшие касты. Вот это кшатрии и брамины. Это потомки. Их ни много ни мало в Индии 100 миллионов. Браминов и кшатриев. Их много. Вот. У нас тоже достаточно. То есть вот но от нас это скрыто. Нам пытаются втюрить, нам пытаются навязать и так называемую теорию Дарвина. Вот мы, эволюционируем, и, наконец-то, из кроманьонца, так сказать, получился современный человек ариньякского типа, это мы с вами, вот, и распад на расы, но, милые мои, кроманьонец-то появился где-то 40 тысяч лет, 50 тысяч лет, как его сейчас считают вот в Европе, да, а расы-то 100 тысяч, это уже прослеживается. То есть расы древнее кроманьонца. Откуда что такое кроманьонец? Вот тут такая путаница идет. То есть что? Те друзья-приятели, которые пытаются скрыть вот, присутствие древнейшей цивилизации на Земле космической, да, вот, они сами запутались. Они, придумывая свои теории, они сами попали в ловушку. Вот, значит, официальная история. Кроманьонцы появились вот 40-50 тысяч лет назад. А до этого не было. До этого были неандертальцы. Ну, хорошо. А расовые признаки тех же негроидов, желтой расы и той же белой расы находят людей, которые древнее. Вот недавно был открыт скелет в Африке, на глубине там в Валдувейском ущелье, где находят этих австралопитеков, где Луис Лики Ката находил, и Роберт Лики, его сын. Там нашли белого человека, скелет белого человека, которому по самым маленьким меркам 5 миллионов лет. То есть он был, этот человек, там, белой расы, да, в Африке, когда еще австралопитеков, выходит, не было. Я хочу немножко вот на чем остановиться. Есть статья Кабрера и есть статуэтки Джульс Руда. Вот это очень серьезно и очень важно. Современные историки говорят, и то, и другое подделка. Но вы должны понимать, что подделать несколько тысяч камней, и кто там подделал? Ну, ученые, да, ученые могут. Например, палеонтолог, он может всех этих динозавров на память вот, изобразить. Он может и людей там изобразить. Все, но ведь это адский труд и за какие-то копейки.
Кабрера покупал эти камни за свои деньги. Он был врачом, у него деньги какие-то были, он покупал. То есть нет смысла вот этой работой заниматься. Эти камни, черный базальт, на этом базальте вырезаны динозавры, вырезаны многие млекопитающиеся и люди. Большеголовая раса людей. Совершенно это люди другого типа. Это не белые боги, это другая раса. У них огромная голова, выдвинутый нос, они низкого роста, они такие кряжестые, сильные. Сначала, значит, там у них какое-то оружие, потом у них луки, стрелы, потом у них прирученные динозавры, верхом на динозаврах катаются, потом охотятся на динозавров. Ну, цивилизация довольно высокая, пересадка там, полностью пересадка сердца там, операция по пересадке сердца есть. Ну, там много чего такого, что никто не знает. Даже современные врачи, они теряются, когда смотрят, начинают догадываться. То есть это все на самом деле. Кто-то оставил эту литотеку для нас, чтобы мы понимали, что нас ждет. А что нас ждет? Вот эта дегенерация. Вот, скорее всего, вот эта вот раса, она потом выродилась в так называемых неандертальцев. Они очень похожи. Невысокого роста, вытянутое такое лицо, выдвинутый вперед нос, не плоский, да? Постепенно они превратились вот в такую расу, которая потом была просто истреблена белыми пришельцами, да? Нашими предками. Наверняка, что можно поискать, найти, и какие-то литотеки могут оказаться и той расы, которая потом породила австралопитеков, она тоже космическая, и это, скорее всего, надо искать в Африке, либо в Южной Индии, потому что африканцы примерно 20 тысяч лет назад, может быть, даже еще раньше, примерно считается 20, а может быть и раньше, они через этот мост лемурийский, вот который Лемурия была, да, вот, или по Персидскому заливу проникают на юг Индии, потом с Индии проникают на острова. Вот, официальная наука считает это 20 тысяч лет назад, но, скорее всего, это было не 20 тысяч, это очень давно, примерно 800, может быть, тысяч лет назад, потому что австралоиды и африканцы очень похожи, они очень похожи, так же, как южное население Индии – это дравиды, дравидийское население. Они все это африканский корень. Вот. И все они имеют происхождение от эректусов. То есть вот так. И не надо тут стесняться, не надо бояться. Все они космические, все они пришли из космоса, их предки. Но деградация есть деградация. И у нас сейчас что, деградация не идет? У нас во все она идет. Надо просто сделать так, чтобы мы не превратились в обезьяну. Это очень серьезно, потому что в будущем нас это ждет. Материализация сознания приводит именно туда, когда духовные ценности на нуль идут, а материальные, так сказать, раздуваются до такого размера, что фактически выхолащивает сознание, обрушивает сознание человека, и человек становится, уже управляется инстинктами, и его сознание обслуживает инстинкты. Как только начинает сознание обслуживать инстинкты человека, все, перед тобой уже говорящая обезьяна. В общем-то, а таких у нас сейчас очень много. Такая картина. И теперь понятно, почему вот северная раса и те, кто был в Антарктиде, они построили, так сказать, общую цивилизацию. Данавы – это в Тихом океане, они строили свою цивилизацию. Она была связана с дитями. И адити, которые были побеждены, поселились они в Атлантике, на огромном острове. Там они, так сказать, создали свою цивилизацию, несколько другую. Но все эти цивилизации, так сказать, общались и были в довольно дружеских отношениях. Никто из них не лез и не пытался завоевывать землю, уничтожать архантропа, потому что архантроп медленно вымирал, и практически был вопрос времени. Таким вот образом, вот люди примерно 40 или там миллионов лет примерно они начали обустраивать землю, вот, но 20 миллионов лет назад уже возникли постоянно действующие вот эти вот государственные, можно сказать, объединения, вот государственные объединения, которые стали контролировать планету. Войн тогда серьезных никаких не было, то есть были войны в древности, но потом наступает период интенсивных войн.